Давид Белль – это человек, который показал всему миру, что такое паркур. Давид еще в совсем юном возрасте любил лазить по деревьям. Это увлечение впоследствии перевернуло с ног на голову всю его жизнь. Экстремал с молодости грезил о том, что прославит травмоопасный, но захватывающий вид спорта. Став старше и добившись определенного успеха, он не отказался от интересной возможности проявить себя и в творчестве. Каскадер впоследствии заслужил мировое признание и покорил высоты на кинематографическом поприще. Спортсмен родился 29 апреля 1973 года в небольшом городке Фикане, находящемся на северо-западе Франции. Мальчик стал вторым ребенком у супругов Раймонда и Моник Белль. Детей воспитывал дедушка, который большую часть своей жизни прослужил пожарным. Такую же судьбу после службы в армии для себя выбрал отец Давида. Неудивительно, что детство актера прошло под рассказы о долге, чести и правильном саморазвитии. Любовь к спорту ему привил папа. Мужчина, который проходил в войсках спецподготовку, рассказал сыну о технике, которая в будущем получила название паркур. Чтобы достичь успеха, Давид практиковался в гимнастике и легкой атлетике, а также альпинизме и восточных единоборствах. В 15 лет Давид решил, что образование вовсе не является необходимостью, и бросил школу. Подросток покинул родных и отправился на поиски единомышленников. Вскоре Белль познакомился с трейсером Себастьяном Фуканом. У молодых людей оказались схожие интересы, и в 1987 году на свет появилась команда Ямакаси. Изначально паркур-коллектив состоял лишь из упомянутого выше дуэта, но вскоре к ним присоединились еще 7 человек. Слово «ямакаси» в переводе с заирского языка означает «мужчина, сильный телом и духом». Ямакаси верили только в свои силы и профессионализм. В последний день мая 1997 года была создана Ассоциация искусства перемещения, которую основал Себастьян, и он же придумал логотип. Друзья Ямакаси способствовали тому, чтобы об их команде узнавало все больше и больше людей. А Ямакаси начали писать статьи, и они снялись в клипе известной музыкальной группы, а также стали участниками одной из популярных спортивных программ на французском телевидении. Ямакаси посчитали, что это покажет на широкую публику их потенциал и поможет заработать на жизнь. Параллельно с экстремальными занятиями Давид Белль получил сертификаты, позволяющие профессионально оказывать первую медицинскую помощь. Вскоре после этого, к всеобщему сожалению, Ямакаси распались. По прошествии времени Себастьян с соратником решили прекратить общие тренировки. В биографии спортсмена наступило затишье, которое его угнетало. Парень впоследствии поступил на службу в пожарную часть, но перелом запястья поменял планы. Давид снял и смонтировал несколько видеороликов, демонстрирующих его успехи в паркуре. Выложенные в интернет клипы заметили представители телевизионного канала. Телевизионщиков настолько впечатлило творчество Белля, что они создали о нем документальную ленту. Съемки пришлись каскадеру по душе, и молодой человек стал осваивать киноискусство. Первая серьезная работа состоялась в 2004 году. Кинематографист Люк Бессон пригласил исполнителя на площадку фильма «13-й район». Трейсер воплотил на экране персонажа по имени Лейта. По сюжету он вместе с полицейским, которого изобразил Сирил Рафаэлли, пытается спасти девушку. После премьеры боевика, в котором Давид самостоятельно выполнил все трюки, он проснулся знаменитым. В дальнейшем Давиду досталась небольшая роль в боевике «Вавилон нашей эры». Помимо этого, паркурщику доверили постановку нескольких ключевых экшн-сцен фантастической антиутопии. Литературным синопсисом адаптации стало произведение Мариса Дантека «Дети Вавилона». В 2009 году актера накрыла новая волна популярности. На экраны вышла картина «13-й район. Ультиматум». Авторы вновь позвали в каст сиквела Давида и Сирила. Примечательно, что большую часть проекта снимали в Белграде, столице Сербии, несмотря на то, что действие по сюжету разворачивается в Париже. По прошествии времени Белль пополнил фильмографию ремейком «13-го района». Перезапуск получил название «13-й район. Кирпичные особняки», а действие перенесли в Америку. Партнерами Давида оказались известный рэпер Роберт Фицджеральд и актер Пол Уокер. Боевик посвящен памяти Уокера, погибшего в автокатастрофе за 5 месяцев до релиза. Параллельно со съемками Давид не забывал о развитии любимой экстремальной дисциплины. Белль участвовал в создании различных спортивных соревнований, ставил специфические сцены в боевиках, снимаемых в Европе и Азии, и сам регулярно тренировался. На данный момент Давид по-прежнему находится в хорошей физической форме.
По нынешней информации, сам Белли уже не участвует в соревнованиях по экстремальному виду спорта, однако периодически их посещает, чтобы вдохновлять новые поколения паркурщиков со всего мира.